Робороck S8 Max V Ultra. Первый робот-пылесос, побывавший в стратосфере. Причем я говорю не столько о его цене, которая на старте продаж достигала 160 тысяч, сколько о том, что он действительно побывал в космосе. Но у китайского Гагарина есть и другие достоинства. Например, крутейшая навигация со всевозможными датчиками, включая линейные лазеры. В рекламе пылесос распознает лужи. Выдвижная торцевая щетка, которая выметает мусор из углов. Виброшвабра с лифтом 20 мм и оригинальный мини-диск должны собрать всю грязь, включая пристенные зоны. А два валика в сочетании с моторчиком на 10 килопаскаль могут показать настоящие чудеса. Но покажут ли и стоит ли за этого робота платить 110 тысяч рублей, попробуем выяснить в фирменном обзоре Best Robot. Вот на столе стоит коробка с надписями на русском языке. Выглядит чертовски солидно, но мы все-таки заглянем внутрь. Самое большое руководство по быстрому запуску в мире. На последнем конкурсе инструкций к пылесосам оно получило главную премию. Станция самоочистки и тяжелый красавчик-пылесос. Рассмотрим их позже. Съемный пандус и шнур питания для станции. Покупать не надо, это плюс. Запасной мешок. У некоторых производителей его уже нет, а Робороck по-прежнему щедр. Книжечка на русском языке. Любители почитать ставят лайк. Миниатюрная инструкция по сборке и обслуживанию. Список команд для Hello Rocky. У меня EAS-версия, поэтому робот должен понимать русский язык. Комплектация, как обычно у Робороck, не балует разнообразием аксессуаров, но при необходимости их можно легко найти на маркетплейсах. Как для космического пылесоса с силой всасывания 10 тысяч паскаль и с RGB камерой на борту, ценник нормальный, хотя хотелось бы подешевле. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. S8 Max V Ultra. Тяжелый, представительный и габаритный пылесос. Полная высота корпуса 103 мм. Не забудьте проверить заезды под мебель перед решением о покупке. Лидар с датчиком давления, чтобы не застрял под диваном. На лицевой панели, кроме кнопки «Пуск» и «Возвращения на базу», добавили кнопку влажной уборки. Еще одно интересное решение – съемная полукрышка. Почему именно так? Хороший вопрос для СПГСников. Углубляться в него мы не будем, лучше рассмотрим небольшой пылесборник. Обычная коробка с HEPA-фильтром в задней стенке и с боковыми клапанами для выгрузки мусора. Единственное новшество – шторка во впускном отверстии. Подпружиненным бампером робот практически не пользуется, ведь у него целый арсенал датчиков. Линейные лазеры, которые безошибочно замечают крупные объекты. Камера структурированного света и RGB. Обе участвуют в распознавании предметов. И подсветка, которая автоматически включается в темноте. Сбоку сделали вырез под выдвижную торцевую щетку и стандартную прорезь под боковой датчик типа DTOF. На корме расположен парковочный ролик, под ним датчик поиска базы. Далеко по сторонам раскидало зарядные клеммы. Ну а внизу стандартное отверстие для заправки бачка. На левой стороне клапан для выгрузки мусора и выпускная решетка. Под днищем находим стандартные аксессуары. Колеса с вездеходным протектором, поворотный ролик, ультразвуковой датчик для обнаружения ковров и 6 датчиков поверхности, 2 из которых размещаются за колесами, чтобы робот безбоязненно маневрировал назад. Особого внимания заслуживают рабочие инструменты. Торцевая щетка стандартная трехлучевая с выдвижным механизмом. Никаких изысков, как у более свежего Cureva Curve, здесь нет. Раструб большой, плавающий на двух подвесах, должен плотно прилегать к полу. Под рамкой с волнорезами находятся два валика со съемными фиксаторами. Они выполняют львиную долю работы во время сухой уборки. Всасывание для этого робота – второстепенный фактор, о чем мы еще скажем во время тестирования. За влажную уборку отвечает виброшвабра с плотной качественной салфеткой.
Вибросекторов по-прежнему 2. Целиком швабра не вибрирует. Из-за особенностей конструкции вдоль стены она промывать не может. Для решения этой задачи инженеры добавили боковой мини-мопик, который вращается и промывает участки вдоль плинтуса. А чтобы эта круглая салфетка размером с ватный диск не слетела, ее прикрутили на саморез. Походу, в конструкторском отделе Роборок перестали выдавать бесплатный кофе. А вот с обеспечением дизайнера все в порядке. Станция выглядит сногсшибательно. Конечно, это дело вкуса, но Рыжик просто в восторге. После уборки робот заезжает в док, выгружает мусор, доливает воду в бачок, стирает салфетку с моющим средством в горячей воде. Для этой задачи служит щетинистый роллер, бегающий по направляющей из стороны в сторону. Для мини-салфетки тоже предусмотрели полочку с подачей воды. Здесь салфетка самоочищается за счет вращения и трения о решетку. В целях обслуживания можно извлечь фильтрующую сетку, ролик, снять и промыть пандус. Но сам поддон несъемный. Под лицевой панелью находится многоразовый дозатор моющего средства. Просто открываем крышку и доливаем концентрат. А в большом отсеке фирменный мешок с пластиковым хлястиком. Резервуары, как и раньше, вставляются в станцию сверху без всякой крышки. Процесс обслуживания это может и ускоряет, но вытирать пыль неудобно. Форма емкости необычная, но объем стандартный – 3,5-4 литра. Полностью резервуар не открывается, из-за чего мыть его будет проблематично. В бачке для чистой воды, среди прочего, есть обеззараживающий элемент. В остальном все по классике. Сзади кабель-канал для укладки кабеля и сервисный разъем. Подключить к инженерным сетям не получится. Для этого нужно изначально брать комплект с мини-станцией. В целом, станция производит приятное впечатление, выглядит очень стильно. Наконец-то добавили дозатор моющего средства. Теперь переходим к управлению. Нам понадобится фирменное приложение Роборок. При установке выбираем российский регион и сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Установка быстро, никаких затруднений не вызывает. С быстрым построением карты робот справился за 8 минут. Зеркало показал и отметил значком, но все равно нарисовал зазеркалье. Видите, это оранжевая комната на карте. Мебель на карте не расставил. Для большей части помещения определил напольное покрытие. Полный список возможностей показываю на экране. Ловите в стоп-кадре. Расскажу только об особенных функциях. К примеру, частота вибраций и интенсивность подачи воды переключаются синхронно на одном ползунке. Плавной регулировки смачивания, как у роботов Qrevo, здесь нет. Но регулировка плотности зигзагов такая же, как у аналогов. Среди прочих есть тщательный режим с низкой скоростью уборки. Есть функция Smart Plan, при выборе которой робот самостоятельно настроит параметры для каждой комнаты, в зависимости от условий работы. Под тумблером подачи моющего средства написано, что оно используется не только для промывки салфетки, но и для наполнения бачка, что в теории может помочь роботу оттирать пятна. Кстати, в экспериментальном разделе есть функция обнаружения загрязнений, которую мы проверим в ходе тестов. Систему обхода препятствий можно детально настроить. Разрешить фотографии, выбрать чувствительность датчика, разрешить распознавание питомцев и задействование искусственного интеллекта. К камере можно удаленно подключиться и проехать по дому, чтобы глянуть, как поживает кот. Причем управлять джойстиком не обязательно. Можно просто нажать кнопку «Найти питомца», и робот это сделает за вас. Правда, Рыжика он все-таки не нашел, а на игрушку не отреагировал. Пылесос полностью русифицирован, включая встроенный голосовой помощник. Работает он следующим образом. Hello, Рокки. Слушаю. Пропылесось. Начинаю сухую уборку. После чего робот выезжает со станции и действительно начинает пылесосить. Список команд обширный. Можно заставить робота убирать определенную комнату, отрегулировать настройки, менять режимы работы станции и так далее. В общем, прощай, Алиса, ты долго служила нам верой и правдой, но больше ты нам не нужна. Как видите, набор возможностей обширный. Не хватает только возможности спрятать ненужные комнаты на карте и отметить зоны со шторами. Пылесосы с индексом Maxwell всегда отличались продвинутой навигацией. Посмотрим, как покажет себя космический флагман. Первым делом он прицельным взглядом оценивает сюрпризы и провода, осматривает весы, обрабатывает внешние подступы к препятствиям и потихоньку начинает заезжать на минное поле. Алгоритм работы неочевидный.
Робот старается быть максимально аккуратным, подходит к препятствию с разных сторон, часто возвращается назад, проходит по уже обработанным местам. В конечном итоге S8 Max V Ultra успешно объехал все опасности, причем 7 из 9 предметов он распознал и отметил на карте правильными значками. Исключение составил только темный горшок, отмеченный как неизвестное препятствие, и белый горшок, отмеченный как ножка мебели. С дополнительными тестами тоже проблем не возникло. Робот распознал и объехал отдельно стоящее зеркало, определил питомца, обозвал его каким-то петом. Но зато попытался поиграть с ним. Размотанный провод тоже был заблаговременно замечен и показан на карте. Зеркало, стоящее у стены, S8 Max V распознал, но зазеркалье все-таки дорисовал. В этом аспекте прошивку еще нужно допиливать. За исключением небольших оплошностей, навигация с препятствиями у этой модели – высший класс. Пожалуй, это самый умный All-in-One из бывавших в лаборатории. Качество распознавания не меняется даже в темноте. Сочетание подсветки и линейных лазеров делает свое дело. Результат топовый. Интересно, сможет ли робот с такой навигацией идентифицировать лужу? В режиме влажной уборки пылесос замечает лужу, отмечает значком на карте и даже пишет, что поднимет основную щетку для интенсивного оттирания области. Что достаточно странно, поскольку во время влажной уборки основная щетка поднята по умолчанию. Так или иначе, в конце рабочего цикла блок с валиками сухой. А вот во время комбинированной уборки, когда это больше всего нужно, робот лужу игнорирует, никаких отметок на карте. Естественно, вода попадает на валики, в пылесборник, а если не повезет, и в мотор. В общем, потенциал у робота есть, лужи распознавать умеет, но с алгоритмами еще нужно работать. Если мы говорим не про лужи, а про пятна, все становится проще. Их робот не замечает ни в одном режиме уборки, включая Smart Plan. Отметок на карте нет, траектории не меняются, никаких признаков интеллекта. Расширяем масштаб уборки и запускаем пылесос в комнате. S8 Max V обходит шторы и четко, без колебаний двигается вдоль белого плинтуса. Темный плинтус вызвал у робота пару вопросов, что привело к изменению траектории, но не критично. А вот где робот действительно показал себя странно, это с сушилкой. Начал залезать на трубчатые ножки, подолгу висеть на них, еще и страшные звуки издавать при этом. Любопытно, что в приложении робот отметил сушилку значком и написал, что здесь он может застрять, но все равно продолжил толкать и штурмовать ее. После грамотного обхода предметов, показанного в предыдущих тестах, ожидал от него большего. Печалька. Тонкую ножку журнального столика робот тоже почему-то не заметил. Начал обметать только после столкновения. В общем, навигацию на местности еще нужно дорабатывать. Обычные ножки мебели S8 Max V Ultra замечают нормально. Черные, белые, хромированные, для робота без разницы. Значение имеют только габариты. Дополнительно я проверил поведение на коврах. Модуль с салфетками поднимается, как и заявлено, на 20 мм. В отличие от конкурентов, он не контактирует даже со средним ворсом. Важное преимущество, если перед камином лежит медвежья шкура. При необходимости робот может просто объезжать ковер, причем сделает это максимально аккуратно, если заранее поработать в редакторе. Либо помыть салфетками. Это может быть актуально для резинового коврика у входной двери. Темное покрытие S8 Max V не смущают, обрабатывает их спокойно в любых направлениях. К датчикам поверхности претензий нет. Со стола пылесос не падает, на лестнице выезжать не будет. С порогами показал себя хорошо. Обе планки 15 и 20 мм прошел по диагонали с первой же попытки. Настоящий вездеход. Говоря об уборке под мебелью, нужно учитывать, что высота корпуса 103 мм. Так что для уборки под диваном роботу потребуется зазор как минимум в 104 мм. В квартире пылесос ведет себя максимально предсказуемо и рационально. Лишних проездов не совершает, убирает все доступные зоны в указанной очередности. Несмотря на умеренную по нынешним временам емкость батареи, она показывает отличную автономность на максималках. Катаясь по дому, пылесос собрал контейнер пыли, шерсти и крошек. Поверхность валиков после уборки чиста, но на торцы намотались волосы и даже какие-то нитки, которые робот где-то нашел. Шумит S8 Max V Ultra так же представительно, как и другие модели S-серии. От 54 дБ в тихом режиме до 69 на максималках. Уровень шума процентов на 20 выше, чем у робота в серии Q-Revo.
Хотел бы я сказать, что это связано с повышенной мощностью, но тут есть нюанс. В режиме максимум плюс подопытный колесил по стенду 10 минут и прошел каждую щель по 6 раз во всех направлениях. Вот что ему удалось показать. Щель глубиной 2 мм вычистил в 2 местах. Точечно справился с щелью 4 мм. И на этом возможности пылесоса исчерпаны. Большая часть заявленных 10 тысяч паскаль рассеивается в рабочем блоке с 2 валиками. Глубоко почистить преддверный коврик такой пылесос не сможет, хотя в целом с сухой уборкой справляется хорошо. Уборку в загоне делает по стандартной схеме. Дважды вдоль стен и перекрестными зигзагами. Несмотря на ограничение мощности, валики ловко загребают соринки любого типа, а торцевушка выдвигается при заезде в углы. В итоге я насчитал на стенде 9 соринок общим весом меньше 1 грамма. Еще один пылесос, попавший в клуб 100% на ламинате. С угловыми зонами ситуация неоднозначная. Щетка выдвигается слишком поздно и не успевает как следует поработать. С первого прохода результат печальный, со второго лучше, но с разбросом в пределах 15 сантиметров. По красоте уборки песка S8 Max V Ultra просто лучший. Настоящий художник с валиками. Пылесос нормально зачистил поверхность деревянных панелей, хотя влажной тряпкой удалось собрать еще немало песчинок. В стыках и в периферийных зонах тоже не доработал. За 2 прохода торцевая щетка выгребает песок из глубины угла, но, как и в случае с мусором, раскидывает песок в обширной угловой зоне. На тонком ковре пылесос решил сделать двойную уборку, что будет учтено при начислении баллов. При таком алгоритме он очень качественно вычистил центральную зону стенда, но вдоль стен и в углах есть недоработки. На мохнатом ковре 2 валика – идеальный вариант. Вращаются во встречных направлениях. Они взъерошивают ворс и достают засевший мусор. Стандартного цикла уборки оказалось достаточно, чтобы собрать 84% мусора. Но мелочевку в глубине, конечно же, можно найти. Все-таки это не уровень вертикального пылесоса. Результаты сухой уборки оказались ожидаемыми. S8 Max V Ultra лучше всего справляется с ламинатом и средневорсовым ковром. После тестов рабочие инструменты относительно чистые. Волосы наматываются только на торцы. Их нужно время от времени чистить. А вот с выгрузкой мусора вмешательства пользователя не требуется. В конце рабочего цикла станция сообщает: Выполняется опустошение. И через 20 секунд извлекаем пустой контейнер. В тестировании участвовали различные виды мусора, такие как семечки, смесь крупы, песок и наполнитель. В каждом тесте станция показала уверенное 100%. Дополнительный тест с контейнером, набитым шерстью, тоже прошел успешно. Не осталось ни волоска. Линяющий питомец уже с нетерпением ждет своего нового слугу. А что насчет влажной уборки? Сможет ли виброшвабра конкурировать с мопами? Многое будет зависеть от выбранного режима. Как вы можете заметить по скриншотам на экране, в режиме «Тщательный плюс» робот моет вдвое медленнее и куда более качественно, чем в быстром режиме. Вот в этом тщательном режиме и постараемся выжать из робота максимум. Смочив салфетку на станции, пылесос отправляется на борьбу с кофейными пятнами. За пару проходов виброшвабра отмывает большую часть загрязнений, но все-таки остаются разводы. Избавиться от них удается только с повторного запуска, и то не полностью. Вдоль плинтусов мини-мопик откровенно не дорабатывает. Из-за слабого прижима салфетка оставляет недомытыми 45 мм у стены и до 12 см в углах, то есть примерно столько же, сколько роботы без выдвижного мопика или обхода кромок. С пятнами сока все повторилось точь-в-точь. За пару запуска с двойным проходом натер середину стенда до приемлемого состояния, не считая некоторых погрешностей, а вдоль стен и в углах результаты слабые. Посмотрим, сколько времени понадобится пылесосу на отмывание подсохшей грязи. Первый проход. Робот частично собрал, частично развез грязь по стенду. Второй проход. Продолжил собирать землю, но следы протектора говорят сами за себя. Проход номер 3. Поверхность становится более однородной, интенсивность коричневого снижается. Номер 4 и номер 5. Салфетка собирает грязь, но ее еще слишком много, из-за чего по всей площади остаются разводы. 6-7 прохода основное пространство уже выглядит чистым, а грязь вдоль стен мини-мопик не собирает, как мы уже убедились по предыдущим тестам. Но впереди еще самый сложный тест – прилипший кетчуп. Посмотрим, как справится наш Нил Армстронг. За первые 2 прохода он только размочил и слегка подразмазал пятна.
После полоскания на станции очередные 2 прохода. Контуры рыжих островков теряют четкие очертания. На стенде появляется томатная жижа. Пылесос частично собирает ее с 5-6 прохода, но разводы, следы колес, а в некоторых местах пятна все еще остаются. Проход номер 7 и номер 8. Стенд становится более однородным, большая часть поверхности светла, но картину портят следы от грязной салфетки. С 9-10 прохода робот сумел оттереть большую часть разводов, но полностью избавиться от них хотя бы по центру стенда удалось только с 12 прохода. В целом, по качеству влажной уборки S8 Max V Ultra заметно уступает конкурентам с мопами. Робот подойдет только для поддерживающей протирки пола. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. После трудового дня станция промывает салфетки, в том числе и круглый мопик в горячей воде. Заявлен подогрев воды до 60 градусов. Но фактическая температура, до которой прогреваются салфетки, не превышает 32,5 градуса. Пока что это самый низкий показатель среди роботов, побывавших в лаборатории. Продолжительность самоочистки и расход воды стандартные. Звучит самоочистка следующим образом. Качество промывания салфеток будем оценивать в режиме глубокой самоочистки с горячей водой и, как всегда, без добавления моющего средства, хотя дозатор у станции есть. Кофе оставило следы по всей салфетке, включая боковые зоны и окантовку мопика. В процессе промывания интенсивность бежевого цвета удалось снизить, но чистые и грязные зоны по-прежнему различаются. Ручной стиркой удалось добиться большего. Несколько отжимов грязной воды. Салфетка как новенькая. После сока наблюдаем характерные следы на микрофибре и на кругляше. Станция хорошо почистила салфетку, по крайней мере визуально. Диск остался недомытым. Руками удалось отжать совсем немного грязной воды. С этим тестом результат хороший. Грязь комками налипла на салфетку, особенно у левого края. Диск тоже грязный. После стирки на станции микрофибра выглядит однотонно серой, и мопик тоже стал заметно чище. Но это обманчивое впечатление. Обратите внимание на коричневую пену и цвет выжимаемой жидкости. После кетчупа салфетка порыжевшая. Левый край снова работал лучше правого. Салфетка кажется чистой, наблюдаем лишь следы окрашивания, не более. Кое-что удалось достать во время стирки с моющим средством, но разница незначительная. Самоочистка у Roborock S8 Max V Ultra реализована лучше, чем у моделей серии Qreva. Вращающийся ролик качественно вычищает микрофибру даже при суровых загрязнениях. После промывания на станции плотная салфетка робота вобрала в себя воду. Но это не проблема, ведь у станции есть встроенный фен. Шумит он практически незаметно. Днем вы его вообще не услышите. Фактическая температура сушки, которую удалось зафиксировать термометром, не менее 48 градусов, то есть процентов на 20 выше среднерыночного показателя. За пару часов салфетка высыхает полностью, к сушке никаких вопросов. Подведем итоги. Roborock S8 Max V Ultra действительно настолько умный, что МакКонахи с радостью бы взял его с собой вместо громоздкого Тарса. Запустить вращение! Робот грамотно обходит предметы на полу и даже объезжает провода. Правда, с лужами и пятнами возникают сложности. 2 валика качественно вычищают ковры и помогают почистить ламинат на 100%, даже несмотря на умеренную мощность всасывания. Лифт салфеток чемпионский, 2 см, но боковой мопик бесполезен. Влажная уборка – не самая сильная функция этой модели, зато качество промывания микрофибры на высоте. По системе оценки Best Robot Roborock S8 Max V Ultra набрал 131 балл и стал бронзовым призером рейтинга лучших All-in-One пылесосов, с которыми вы можете ознакомиться в телеграм-канале. Ссылка внизу под роликом. Пылесос подойдет для квартиры с глубокими коврами и сложными условиями навигации. Питомцы приветствуются. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров!